Всем привет, это Джам из Индии. Доброе утро. Доброе, доброе. Парам, не показывай меня, я еще не проснулась. Всем привет! Я напоминаю, что мы едем в Гоа, через 3 часа будем на месте. А сейчас сделали остановку для того, чтобы позавтракать. Вот заказали омлеты и вкусный ароматный чай. Быстрее, Артур, кушай, а то сейчас автобус без нас уедет. Ты понял? Давай. Наш автобус сильно шатает, и Парама укачала. Хотя всю ночь нормально было, не жаловался. Может быть, это после завтрака ему плохо стало. Парам вдыхает лимон. Может быть, тебе надо его... You must eat this lemon. Maybe you must посасывать. Он говорит, достаточно просто вдыхать аромат. Now better? You feel better? Немного лучше ему стало. Говорит, если без лимона, то его может стошнить. Еще часик осталось, потерпи. Все, наконец-то мы в Мапсе. Парам, чек тайм. Я обещала зрителям, ой боже, я себя лучше не буду показывать. 10 часов. В 7 часов автобус стартанул и добрался до Мапсы спустя 15 часов. Окей, let's go. Давай, нам нужно сейчас сесть в такси, которое довезет нас до Калангута. Очень долго. Google показывает, что это расстояние можно преодолеть всего за 10 часов. Но вид у тебя, you look very bad. Ужасно выглядишь. Сори, извини, что я так сказала, но действительно, Парама вид. Я теперь не за Артура больше, а за Парама волнуюсь. И еще кое-какие проблемы возникли в дороге. Сейчас я вам расскажу. Здесь очень шумно. К нам сейчас назойливо пристают водители рикши, водители такси. Парам торгуется и говорит, может быть, мы вообще на автобусе поедем. Парам привел нас на автобусную остановку. Парам, вот здесь, что таксисты сказали? 500 rupees they ask. Very near distance. We go in bus. We knows not all about this. Oh, this very time. Only 50 rupees they take in bus. Говорит, на автобусе всего 15 рупий, а таксисты загадали цену 500 рупий. Ну и так даже интереснее почувствовать весь колорит. Но действительно, мы здесь уже не первый год. Это те, кто приезжают в Гоа впервые. Они тратят гораздо больше, а мы знаем, на чем можно сэкономить. И вот сейчас так весело с музычкой поедем на этом замечательном автобусе. Ну вот мы и в Калангуте. Я лохматая, похожа на домовенка. Мы, кстати, вчера с Артуром перед сном в автобусе посмотрели мультик мой любимый из детства про домовенка. Поэтому у меня сразу такая ассоциация возникла. Так вот, мы в Калангуте. Это город в Гоа, в котором мы познакомились вместе с Парамом. Он для нас очень много значит. Сейчас, видите, мы стоим с Артуром, караулем сумки, а Парам пошел покупать рыбу. Парам предложил такой вариант, говорит, прежде чем заселиться, по дороге, по пути, говорит, купим рыбку. Мне уже это нравится, раз он уже думает о еде, значит, ему не так уж и плохо. А то он все жаловался на тошноту. Вот такой вот здесь рыбный рынок красивый. Артур, иди сюда. Иди сюда. Артур, видите, увидел котика. Котиков здесь очень много в Гоа, в принципе, много, а тем более на рыбном рынке. Say hi. Hi.
пока Парам отошел, к нам пристают мужчины. Говорит, можно я с вами сфотографируюсь, селфи? А я знаю, что некоторые индийцы, особенно в Гоа, вот так вот могут сфотографироваться с женщиной-иностранкой. Уже все, уже хватит. И потом рассказывать, что это моя girlfriend, какие-то у меня были отношения с этой девушкой, хвастаться своим друзьям, рассказывать. И я сразу говорю, хорошо, я говорю, с вами сфотографируюсь, только еще вместе с ребенком, сыном. Вот, и он согласился на это. Значит, он просто тебя, он увидел, что тебя лицо, а не просто похвастаться. Раз он со мной согласился. Да, просто будет показывать, что с иностранкой. Многие индийцы, которые живут где-то далеко, вдали от сына, этот не похож на такого, который живет вдали от цивилизации, но тем не менее, может быть, в каких-то местах не очень много иностранцев, поэтому он таким вот образом своих друзей сможет удивить. Вот он, мой добытчик. Покажи. Open show. Покажи, что ты накупил. Сразу почистили ему. Вот видите, какой умничка. Пока я здесь отбиваюсь от назойливых мужчин. Кстати, еще приставали, наверное, человек 5. Я уже им отказывалась. Не хочу ни с Артуром, ни без Артура с ними фотографироваться. Буду уже говорить, если хотите со мной сфотографироваться, то плюс еще с мужем. Идем, Артур. Вот, и сейчас мы идем и буду вам показывать и рассказывать по поводу жилья. Каждый раз, когда мы приезжаем в Гоа и останавливаемся в Калангуте, мы заранее звоним. Ой, боже, я чуть не упала. Звоним Наде. Надя – это наша подруга, женщина, с которой Парам познакомился еще до знакомства со мной. Познакомился и подружился. Так вот, Надя зимовщица. Она в течение 15 лет проводит примерно 6 месяцев в Индии. И именно здесь, в Калангуте, всегда останавливается у одного и того же хозяина. Хозяин ей сдает жилье по хорошей цене, и она ему как бы помогает находить клиентов, как она общительная. И никакой процент хозяин ей не платит за это. Просто я же говорю, что ей сдают по хорошей цене. И плюс, может быть, знаете, некоторые туристы из разных стран привозят ей какие-то, может быть, заказы, там, я не знаю, лекарства какие-нибудь, может, колбасу или что-то такое. То есть это больше как хобби у Нади. И так же, как и все остальные разы, в этот раз мы тоже позвонили заранее Наде, договорились, она нам подыскала классное жилье, скинула видео, все нам понравилось, все замечательно. И вот буквально вчера она говорит, что произошел какой-то форс-мажор, и это жилье уже сдано другим людям. И, в общем, я не знаю, где мы остановимся. Вот, видите, Парам, какой хозяйственный, боже мой, какая умничка. Да, окей, of course I want sugars, all some common, самые такие вот продукты покупай. Может быть, соль не надо. Может, вот Надя, кстати, нам предоставляет и плитку, и посуду, и что еще. Иногда вот может там соль, сахар, может даже тоже такое вот нам предоставить. Где Надя? Надя, вы где? Наташа, Мы возле... что ли это? Мы там, где Людмила, возле нее, рядом с кафе. Так, идите теперь вот сюда, как будто хотите выйти на дорожку. Обратно идти вверх, Не вверх, ко мне сюда на пляж идите. на пляж. И... Позади Людмилы комнаты и выходите на эту дорожку. Позади Людмилы комнаты, боковушку уходите, как будто... Ой, вы только посмотрите, вот море. Вот Надя. Надя сразу же обратила внимание на Артура. Иди наверх, расскажешь, Артур, что случилось. Подрался с одним мальчиком. Подрался, говорит, с одним мальчиком. Идем, Артур. Значит, и тут мы будем жить, я так поняла. С видом на море. Балкон огромный. Если сейчас слушайте, мне нравится, классно. Надя подобрала для нас отличное жилье. VIP-номера. Здравствуйте. Привет. Я уже запарился. Фон with you? О, боже, Парам.
Продолжай, продолжай. Так, что я хотела сказать, Надя, после того, как вы поучаствовали в наших видео, когда вы приезжали в Матаран, вы стали звездой. Расскажите об этом, как вы несете это бремя. Надю стали узнавать. Даже узнавать в магазинах. Ну, как? Гоа. В магазинах Гоа меня узнают. Звезда, звезда, неожиданная звезда. Тем не менее, видимо, продолжение следует. Поэтому продолжаем наше знакомство с твоими дорогими подписчиками. И новая интересная тема Гоа. Да. Спасибо. Надю несколько раз узнали в Гоа наши подписчики. Вот, классное место, посмотрите, какой огромный, широченный балкон. Но у нас соседи, да, получается, есть? Ну, уже смотрите внутри, смотрите комнаты. О, вы только посмотрите, класс. Смотрите подарки. Класс, я думаю, что это не хуже того номера, который изначально Надя нам предложила. 2 больших кровати, шкаф, рубашка. Я не знаю. Ух ты, посмотрите, классно. Мальчику не достался подарок. Спасибо. Мог бы быть существенным назвать его. Поэтому нынче мы... Вот, Малыш, спасибо. пожалуйста. Спасибо большое, Парам. This is for you. Тебе рубашку, Надя. Это для малыша. Для кого? Вот. Спасибо огромное. Класс. Прошлое, это Надя сейчас сказать, что в прошлый раз она, когда приезжала, она подарила Параму футболку с длинными рукавами, но она оказалась на него большая по размеру. А вот это, я думаю, будет в самый раз. Парам, за ту я же рассказываю. Это не Параму, А? это Артуру. Вот эта рубашка Артуру? Конечно. Я не знаю. Да. Надя говорит, это для Артура. Не, maybe this is по Параму. Ко мне сюда, малыш. Артур, в любом случае, если Артура, то сейчас велика, то потом на вырост. Ребята, знаете что? Это такое, смотри, какая прелесть. Я просто не могла пропустить ее и пройти мимо. Ну ладно, разберемся. А мне кажется, что она на Парама будет. Нет, это вот вам опять напишут. Она любит в обтяжку, не свой размер. Пусть будет это для Артура, как и было куплено. Хорошо. Парам, this is not for you. Знакомимся с нашими соседями. Вот этому мальчику я только что спросила, 7 лет. Я даже не поверила. Думала, может быть, он что-то не понял. А папа подтвердил, да, говорит, ему 7 лет. Такой вот высокий паренек. Не по возрасту. О, Артур, Надя. Ну, папа по плечам. Так. Жених. Хорошо, но в следующей школе. Ну, это не сейчас. Надо кушать больше каши. Занимайся спортом в тренажерке. А теперь ты, now Парам try. Сейчас порвать. Надя не разрешает, говорит еще. По швам разойдется. Не, просто интересно, ради эксперимента, пусть Парам уже сейчас искупается, примет душ. Нет. Размер ребенку через год будет самый раз. Вот. Ну, what is this? This is, фрайпен. Сковороду нам надо. Фрайпен. Не, Парам все-таки. Все, окей, все, финиш. No, not possible, а то еще порвешь. Надя сердится. Артур, пока не... наверное, мы сейчас, кстати, давай мы сейчас, пусть она подсохнет, давай я сейчас ее сниму, эту повязку, пусть рана немножко подсохнет. А потом уже, когда пойдем в море, я опять сделаю повязку, наденешь резиновую шапочку и будешь плавать. Ну что это такое вообще сюрприз неожиданный? Так это так ужасно. Вообще это ужасно. Еще и перед поездкой на море это произошло. Вот за день до поездки на море. Ужас. Он зарядил камнем. Один одноклассник Огромным камнем. с другим одноклассником тут до крови порезался. Еще на днях У вас что там за бандиты расплодились? Поделитесь с вами. еще там есть один мальчик другого мальчика толкнул. В общем, Артур рассказывает, что у них постоянно драки. Он за других рассказывает, за других там одноклассников, за знакомых, что там постоянно драки. Потом я. И тут еще
Ладно, да, просто драться. Но неужели родители не могут научить своих детей, что камнями нельзя кидаться, что это может вообще ужасно закончиться, если в висок, если в глаз? Я Артуру говорю, что это только трусы бросаются камнями рядом с виском. Ну, понятное дело, что ты проучил, но не надо показывать, Артур, не надо, никогда не показывай на ком-то, даже если ты понарошку, ну вот возьми там для примера стул там или что-нибудь показывай, не надо на людях. Ну все уже, ладно, мы поняли. Тут лимончики. Артур уже нашел хлебное дерево, кокосы. Миндаль. Вот так вот просто идешь по улице, и здесь очень много фруктовых деревьев. Там мы сейчас идем в тот номер, где останавливается каждый год Надя. Мы у нее возьмем сковороду, что-то еще, возможно, возьмем, посмотрим. Вот, это тоже хлебное дерево. Джекфрут, точно. Артур говорит, давай возьмем. Но они еще не поспели, Артур, что толку? Что? Нельзя брать. Нельзя, говорит, хозяин будет возмущаться. А как это бобик тряпка? Тут уже запустение, можно не снимать. Вот здесь вот на втором этаже в одном из номеров живет Надя. Вот с таким вот прекрасным видом. Надя сказала, хозяин как бобик тряпку порвет. А Артур спрашивает, как это? Ну, бобик это собака. Собака как разрывает тряпку? На маленькие шматочки. Будет возмущаться. Я тебе по-другому сказала, по-понятному для тебя. Иди вперед. Давай, Артур, поднимайся. Тут жила еще одна наша подруга, Гуля. Ну вот сегодня, как раз сегодня она уехала домой. Все, в эту святыню зашли. На Надины апартаменты, она сказала не снимать. Ну заходи, Артур, заходи, посмотри, что нам понадобится. Надя нам даст в аренду. Сейчас 6 часов утра, точнее 6 часов 18 минут. И в 6 ровно еще невозможно было снимать, потому что было темно. А сейчас уже вот рассвет. Так интересно, буквально на глазах. Становится светлее. Я всегда просыпаюсь в 6 часов утра, у меня будильник. И сейчас, почему я проснулась? Из-за будильника, не успела выключить. Артура в школу собираю, поэтому так рано. Видите, люди уже ходят. Сейчас постараюсь приблизить. Вот, кто это? Рыбаки. Это, по-моему, местные. Месяц на небе. Да, все-таки классно. Классно останавливаться на первой линии. Слушать шум моря. Встречать рассвет. Мои птенчики. Уже проснулся. Кто там глазками уже? Кто там уже? Видите, какую красоту Артур сделал. Романтик. С собой привез. Парам. Are you sleeping? Тоже проснулся. Вы только посмотрите, какая красота, как я рада, что мы находимся в Гоа, как здесь хорошо, тепло, солнышко светит, кругом все цветет и пахнет. Там мы сейчас вышли, сходим на рыночек, кое-что нужно купить. Мне оказалось, что я забыла крабик, и еще Артуру нужно купить новые плавки. Вот, очень хорошо мы душевно посидели с Надей. Пожарили рыбки свежайшие. Причем, нет, уточню, не пожарили, а Парам пожарил рыбу. Я в раю. Я не снимала на видео, но долго мы сидели, общались. Мне очень повезло с мужем, потому что вот когда мы приезжаем в Гоа,
ну, в основном, где-то 80% из 100 готовит есть он. Посуду моет тоже сам. Я даже не притронулась, ну, за сегодня. Так, что еще хотела рассказать? Ну, по поводу Нади. Очень тоже она позитивный, душевный человек. Знаете, вот с ней настолько приятно просто находиться в ее обществе. Она не склочница, вот, и веселая, и добрая, компанейская. Уже огромное удовольствие получила. Многое обсудили мы тем. И кое-что мы уже как отметили галочкой. Я попросила, чтобы Надя на камеру, ну, может быть, завтра или послезавтра, кое-какие истории интересные. Ай, мы тут раньше арендовали байк. Чтобы она рассказала на камеру несколько интересных историй. Вот, и еще, что я хотела, Парам, I want to continue that story. Я вам обещала рассказывать, да, историю, любовную love story about your cousin sister. Да. Это просто, ну, кто не смотрел предыдущую серию, немножечко напомню, значит, у Парамы двоюродная сестра, и ее родители уже посватали, уже был этот, ну, как engagement здесь называется, и вот буквально там уже, ну, оставалось несколько месяцев до свадьбы, а эта девушка, невеста, сбежала с другим парнем. Точнее, он ее украл. Как это было? Было какое-то мероприятие у них в соседней деревне. Много людей там собралось, музыка, ну, как обычно, танцы, это было поздно вечером. И, в общем, она тоже там присутствовала на этом мероприятии вместе со своими родственниками. И тут едет машина, останавливается, оттуда выскакивает несколько мужчин, ну, парней, хватают ее и затаскивают в машину. То есть люди даже, ну, как родители, никто не понял, как. Я вам буду показывать обстановку вокруг. Видите, как здесь тщательно все убирают, подметают. Значит, родители решили, что их дочь ушла не по собственному желанию. Ну и по поводу жениха, которого ее хотели выдать замуж. Уже я говорила в прошлой серии, но напомню, это arranged marriage, брак по договоренности. И родители нашли очень выгодную партию. Жених работает учителем, хорошая зарплата у него. Ну а вот этот вот, с которым она уехала, который ее украл, обычный парень, строитель по шабашкам. Вот, ну, естественно, да, родители очень сильно, ну, расстроились, это мягко говоря. Вот, ну и дальше рассказываю историю. Заявили родители в полицию. Ну и после того, эти молодожены, так скажем, скрывались несколько дней, ну, как оказалось, у родственников этого жениха. Ну и после того, как заявили в полицию на них, их обнаружили, и они тоже пришли в полицейский участок разбираться. Значит, полицейский спрашивает, мол, это Артур, уйди с дороги. Мол, тебя украли, ну, то есть родители говорят, ее украли, она не хотела, у нее есть прекрасный жених, за которого она вот скоро выйдет замуж. Смотри, мама. А, что? А полицейский спрашивает у нее, ну так, да? Она не подтвердила, она говорит, нет, это по собственному желанию, я люблю вот этого парня и хочу быть с ним. А родители все равно, нет, он ей пригрозил, ничего, она его не любит. Парам, open please door. Парам так и услышал. Парам, are you gentleman? Ты у меня джентльмен или нет? Ага, ну спасибо. Нет, это big size. В общем, родители говорят, нет, она не могла, так ей пригрозили, ее, ну, научили так говорить. Значит, полицейский опять спрашивает у нее. Она говорит, нет, говорит. И это мое собственное желание, я хочу быть с ним. Тогда родители ее взяли, сняли с нее золото, которое ей подарили, ну, на вот это, ну, да. Перед замужеством ей родители подарили золото. Ну, no, this is maybe... Артур, you like? Они с нее содрали прямо там в полицейском участке. Все, ты нам не дочь. В общем, ужас. Покажись, Артур. Покажись. Классно, супер. Как шортики. Хорошо, мне нравится. Тебе нравится, Артур? Посмотри в зеркало. Зашли еще в один магазинчик. Здесь много расцветок. И цена, кстати, ниже. 250, а там 290. Со Спайдерменом. Да, кстати, расскажи зрителям, как ты себя чувствуешь. То есть за Парама рассказываю, да. А за тебя, Артур? Ну, вообще-то не очень. Усталость.
Усталость? Ну, ты думаешь, что это из-за головы у тебя усталость? Ничего не кровоточит, Артур, нормально там у него, рана заживает, кстати. Он уже драматизирует. Ну, может быть, усталость есть, потому что еще и жарко. Купили Артуру шорты со Спайдерменом, а сейчас мне будем выбирать заколочку в этом чудесном магазинчике. Смотрите, сколько здесь сувениров продается и украшения здесь тоже есть. Браслеты различные, огромный выбор заколок. Ну что, пора уже выбирать. Представляете, какой заботливый муж. Уже что-то присмотрел. Но нет, I don't want big. Среднего размера. Middle size. Вот, да, ну давай, на свой вкус. Which one you like? Подбери. Он мне и духи выбирает, и заколки. Да и я хочу, да, чтобы нравилось. О, кстати, классная, да. I like this. Видите, у нас даже совпадает вкус. Вот, ну и мне она понравилась, и Парам тоже будет смотреть на меня, и я буду радовать его глаз, как говорится. Окей, давай, эту покупай эту. А тут уже тоже что-то присматривает. Вот, ну я хочу уже закончить по поводу этой истории. Ну, история еще не закончилась, но просто на сегодня хочу закончить. Вот интересно, что вы думаете по этому поводу. Я считаю, что родителям уже некуда деваться, уже время вспять не повернешь. Им уже нужно смириться с выбором дочери, принять этого нового жениха и устроить нормальную свадьбу, обеспечить приданым. Потому что тот, первый жених уже точно ее замуж не возьмет. На что они надеются? Что они до последнего еще и кричали, что нет, брось этого, мы тебе подобрали нормального жениха. Ну что, он по-любому скрыть от него не удастся. Все друг друга знают, причем даже там многие родственники. Вот этот вот парень, которого она выбрала, по собственному желанию, он, кстати, родственник. Ну и может быть и тот учитель тоже, по-моему, родственник. У Парама в касте это принято, это нормально, вот так вот жениться на двоюродных. Вот, но, в общем, я считаю, что родителям нужно смириться, а они нет, они ни в какую. She maybe take wrong decision. They found very good boy. She must marry. She already engagement. Why she make it? Видите, Парам тоже как с пониманием относится. Понимает родителей девушки, получается, своего дядю. Такого жениха нашли классного, учителя, богатого. Она бы жила с ним, как за каменной стеной, а тут непонятно кого. Ну а сейчас мы уже просто гуляем, покупать мы здесь ничего не будем. Парам меня привел на тибетский рынок. Здесь продавцы из Тибета и товары тоже. О, спасибо. Very tasty. Вкусно. Парам себе купил вкусное мороженое. Я даже не ожидала. Кулфи. Это как homemade. Вот, ну что тут интересного продается? Особо ничего. Вот единственное, на что интересно посмотреть, на кого, точнее, на продавцов, жителей Тибета. Вот что мне понравилось. Глаз у меня упал на такие вот наборчики красивые. Вот. Зеркальце. Пора мне опять сует это мороженое. Такой заботливый муж. Гребень или расческа и плюс зеркало. Красивые, да, красивые наборы. Оригинальный, как для подарка, я считаю, вариант. And how much? А ну, Парам, спроси, сколько вот этот вот набор, допустим, мне понравился. Спроси цену. Цвет мой зеркальце скажи, да, всю правду доложи. Ну, don't show me. Но есть еще смысл поторговаться, может быть, она и уступит. И вот еще красивые колье здесь. Мои любимые цвета, я люблю бирюзовый. Вот, я думаю, мне бы очень пошли такие вот украшения. Ну, окей, давай еще что-то посмотрим.
Так, ну все, мои дорогие зрители, буду уже с вами прощаться. Ну а завтра, это получается уже в следующей серии, мы вместе с вами поедем в наш жилой комплекс. Сразу скажу, что торжественного вручения ключей нам от квартиры не будет завтра, но есть что показать, там много изменений, так что обязательно подписывайтесь, кто этого еще не сделал. Всех люблю, крепко целую, обнимаю. До скорой новой встречи. Пока-пока. Сейчас вечерняя прогулка. И посмотрите, ну, обратили внимание на вот этих вот веселых парней. Парам даже говорит: Наташ, может, ты хочешь снять на видео, ну, как показать своим зрителям, как молодежь веселится, как индийцы проводят время в Гоа. Ну, подошел спросить разрешения. Они разговорились, оказывается, они земляки из того же городочка, что и Парам. Hi, hi. First time in Goa? First time Mandirada. Артур, ты тоже решил, да, как ребята, испачкаться в песчаные ванны? Вот, показываю вам, достаточно много людей, много туристов, в основном это индийцы, но мы сейчас находимся возле центральной улицы. Пляж Калангут огромный, огромная протяженность. Вот здесь вот сосредоточен весь народ именно вот здесь. Если посмотреть в эту сторону, не так уж и много людей. Ну и плюс еще, да, сейчас такое время, перед заходом солнца все выходят на пляж. Как приятно встретить земляков. Я, кстати, тоже встретила девушку с Украины. Это было вчера. Она тоже замужем, муж у нее индиец, 3 детей. Тоже было приятно встретить. Ну как, она, получается, узнала нас, причем узнала Парама. Вот еще девчонки, посмотрите. Bye guys. Девочки из Африки, наверное. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.